Так выглядит 14:00 в Санкт-Петербурге. Доброе утро. Я проснулась. Ура! На самом деле это жесть. В Питер я приехала на сессию, чтобы не забыла, как каша дома пахнет, он встретил меня самой комфортной погодой. Мне нужно на ту сторону. Я не знаю, там какая глубина вообще. Вот такая. Но мы с моим любимым городом так похожи, что его погодная биполярка уже спустя 3 часа после записи предыдущего видео выдала вот такой прикол. И в течение всего месяца моего пребывания погода так и будет меняться из мокрой серой жижи в холодную бело-серую жижу и обратно. Nice. Я решила записать мини-влог из Санкт-Петербурга. Ничего экзотичного, конечно, но вообще я создавала свой блог для какой-то, скорее, саморефлексии, для того, чтобы делиться какими-то своими мыслями, показывать свою рутину. Я сама очень люблю такие ролики ставить себе на фон, пока я что-то делаю, готовлю, убираюсь. Это для меня какой-то немного терапевтический контент. Мне кажется, что я будто общаюсь с какой-то своей подругой или другом, когда смотрю подобные ролики. Поэтому я думаю, что влоговый формат будет таким же регулярным, как и фуд-обзоры на моем канале. Выяснилось, что сегодня последний день какой-то акции в Star Story. А так как я главная акционерка, мне нужно не упустить этот момент. Что-то там в подарок вроде должны дать. Пойдемте посмотрим. Жаль, конечно, что эта информация будет уже совершенно не актуальна для вас, потому что сегодня и так-то уже последний день. Ну ладно. Я завидую женщинам, которые вот это все не надо. В подарок дали по случаю ивента набор карточек от Nacific с ATEEZ. Также я выиграла в автомате ID-фото Stray Kids тоже от Nacific. Такие пупсики. Ну, как понимаете, обмен произошел успешно сразу же. Я взяла вот такие китайские желешки на пробу. Мне очень понравились в Таиланде подобного плана желешки. Магазин Малина, кажется, на Загородном проспекте, я оставлю. Меня еще очень порадовала цена на них. 130 рублей, по-моему, они там были. И там же купила попробовать вот такие чипсы. Они почти безвкусные, честно говоря. Когда девушка в магазине мне активно предлагала эти чипсы, я, увидев картинку на упаковке, сказала, ну это, наверное, как русская картошка. Она говорит, нет, это совсем другая текстура. Ребят, это русская картошка. Корейская картошка. Ну ладно, они чуть-чуть поплотнее, чем русская картошка, справедливости ради. В общем, тайские желешки очень вкусные были, а китайские экстра химозные. Вот я человек, который обычно любит химозные вкусы, и мне это невкусно. Пока делаю выводы такие. Из Питера я привезу намного больше, чем из Бангкока. Сейчас. Ladies and gentlemen, her. Это реально доставляет мне удовольствие. Вы думаете, черную такую я не куплю? Куплю. Об этом я мечтала последние 3 месяца, ровно с первого дня, как начала стейнить ATEEZ. Очень рада, что этого не было в Бангкоке, потому что иначе я бы точно переплачивала за вес багажа, потому что это тяжеленная просто штуковина. Она очень тяжелая, очень. Не знаю, сколько она весит. И если бы в Бангкоке это было, я бы это купила точно, еще бы я купила, и еще кого-нибудь. И я в итоге поехала бы, оставив там все свои, даже, наверное, трусы, чтобы, не дай бог, ничего не перевесила. Еще я записалась на маникюр завтра, на снятие своих великолепнейших ногтей, к сожалению. Мне придется попрощаться с длиной, потому что мы улетаем в Сочи кататься на сноуборде. Чтобы не остаться мне без пальцев вообще, придется спилить их, я так не хочу. И вообще я себя ловлю на мысли в последнее время. Мне очень тяжело дается маникюр. Эти 2-2,5 часа — это пытка для меня. Если педикюр я переношу намного проще и легче, просто потому что я могу занять свои руки телефоном, то маникюр — это просто... Я уже, честно говоря, вот в таком вот шаге от того, чтобы вообще отказаться от покрытия гель-лаком. Если бы у меня не были такими тонкими ногти, наверное, я бы отказалась и была бы той самой clean girl. Но я не могу себе этого позволить, потому что мои ногти натуральные, они... как вот эти слоеные язычки сахарные. Это они будут расслаиваться. Очень-очень хотелось бы мне крепкие ногти, крепкие, огромные, просто большие зубы. Кстати, у меня лопнула дуга на брекетах. Я не помню, говорила я об этом или нет. Новая ачивка разблокирована. То есть не только теперь она вылезла у меня из крайнего брекета, и не только брекет отвалился, он тоже отвалился. Опять. Не от токпоки, кстати. Я даже не знаю от чего, потому что я его незаметно съела. Короче, хочу огромные, ровные белые зубы. Хочу крепкие ногти, длинные, натуральные. И гражданство Таиланда. Все.
А тут луна сдулась. Ребят, если у кого-то в январе болела голова, теперь вы знаете почему. Если хоть раз что-нибудь по плану пойдет. Короче говоря, мы приехали на китайский фестиваль. И как только мы вышли из метро... Wait! Wait! Я не знаю, мы едем куда-то. Ну и так как на китайский фестиваль нас не пустили, мы решили устроить его себе сами и пришли ужинать в место под названием Малатан. Я его вообще случайно нашла на картах, когда искала чего-нибудь азиатское поблизости, и меня очень заинтересовала концепция. Вообще Малатан — это такой китайский суп, ингредиенты которого полностью выбираешь сам. И здесь реально есть из чего выбрать. Мне кажется, около 10 видов лапши и 40 примерно разнообразных ингредиентов, которые вы просто собираете в огромный такой тазик, на кассе взвешиваете, и потом выбираете, вам это в бульоне сварить или в соусе пожарить. Китайская шпажка. Что? Китайская шпажка. Китайские шпажки? Да. А что там? Это рыба? Знаю тоже. Никто не знает. Я туда добавила всего. Какие-то неопознанные желудки или кишки, не знаю, что это такое. Жареный тофу, ростки сои, баклажаны, соевую спаржу. Я надеюсь, что это рыбный рулетик. Все, заказ готов. Можно добавить зеленый лук, кинзу, кунжутный соус, чесночный соус, острое масло, кунжут в семечках и соевый соус. Заказ 60. Я очень надеюсь, что меня будет слышно, потому что здесь очень сильно громко орет музыка. Сумма в чеке вышла 1110 рублей. 3 шпажки у меня было, шпажки по отдельной стоимости. 92 рубля за одну шпажку, все остальное у вас по весу, в том числе добавки, лапша. Конечно, в себестоимости шпажки как будто очень невыгодно брать, потому что получается очень дорого, если много на шпажках брать. Я выбрала картофельную лапшу в надежде, что это будет похоже на чапче, и хоть где-то я поем наконец-то чапче. Мы по незнанию, конечно, мне кажется, слишком много положили. Лапши очень много положили ингредиентов. Общий вес у меня получился 568 грамм без учета шпажек. Почти 600 грамм ингредиентов. Да, мне тоже 560. Картофельная лапша очень вкусная. В целом такая же, как и в чапче, к которой я привыкла. Жареный тофу. Очень красивый и очень вкусный. У меня получилась тарелка клетчатки. Можно даже сказать, что это полезная еда. Корень лотоса. Никакой. Пока мы стояли, там тормозили со своими добавками, выбирали все в свой этот тазик, пополняли ингредиенты несколько раз. Вероятнее всего, все очень свежее, за исключением каких-то самых невостребованных добавок. Вот, собственно, блинчик. У меня трясется рука. Он с какой-то начинкой как будто. Я боюсь это пробовать. Я не понимаю, что это такое, как будто это сверху вот этот фарш сурими, из которого крабовые палочки делают, а внутри как будто еще какой-то рыбный фарш, либо он не рыбный. У меня ощущение, что там начинка из какого-то свиного фарша. У меня прям вкус как будто, правда, какой-то свинины. У меня нет никаких убеждений. Я ем все. Из мясного все-таки есть желудочки. Довольно дорого получается, но в пересчете на граммы, учитывая размер гигантской порции, которую мы сами себе выбрали, мы могли бы положить намного меньше, и порция была бы меньше, но наполнение, конечно, намного богаче получается, чем в любом заведении, где бы мы не взяли подобную лапшу, поэтому в целом... Единственное, конечно, есть вопросики к санитарии, но и персонал, который орет на выдаче очень злобно, тоже какой-то минус вайп немножечко. Девочки, самое главное забыла сказать. От 600 рублей в чеке дают карточки. Вот такое сокровище мне удалось там отыскать. У меня только один вопрос к производителю этой маски, этой конкретно. Обычно я использую гидрогелевые их маски, розовенькую и зелененькую обычную, тоже какую-то увлажняющую. И таких проблем не было. Но именно с черной, может быть, потому что она контрастная на моем лице. А это что такое за размер носа должен быть? Вы понимаете, что вот это все, это лишнее?
Я-то понимаю просто это. Мне кажется, я сейчас запишусь на консультацию к какому-нибудь пластическому хирургу просто. Через пару дней я иду на день рождения своей подруги. Сейчас собираюсь упаковывать ее подарок. Я приобрела вот такую красную великолепную коробку. И несмотря на мою одержимость красным цветом, я решила, что все-таки этого как-то недостаточно. Нужно все-таки, чтобы глаз за что-то цеплялся. Поэтому рубрика «Викины всратые креативы». Ну, другое дело. Теперь-то глаз есть за что зацепиться. С какой стороны не посмотри. Я это клеила 2 часа. 2 часа я это вырезала и клеила. Саша, если тебе это не понравится, я... Буквально. К слову, отмечать день рождения мы начали в пище династии Минь. Классное колоритное место. Правда, там мы побывали только на чайной церемонии, которой нас угостили жареными яблочками в карамели. Очень вкусно. Обязательно попробую здесь утку по-пекински в следующий приезд. Ну а веселое продолжение было в гостях у Ларисы с классными настойками, самсой и чебуреками, которые съедаются раньше, чем жмется кнопка записи видео. Я почти 7 лет жила в Санкт-Петербурге, но в тот момент, когда я перестала быть местным жителем и переехала, я начала очень сильно скучать по этому городу и осознала, что это мой любимый город России. И вот у меня появилась небольшая традиция: каждый свой приезд в Санкт-Петербург заходить обязательно в Дом книги или в подписные, но в Дом книги обязательно нужно зайти, это пунктик, и покупать там какую-нибудь книгу. Это Лермонтов. Посмотрите, как красиво переиздали такие старые классические произведения. Это еще не все. Смотрите, какой форзац. Как без 5 минут редактор мог... Некоторым преподавателям открыто говорила, я говорю, вы знаете, я не буду работать по профессии, мне это вообще абсолютно... Я могу сказать, что форзац и нахзац запечатаны иллюстрациями сюжетными, кажется. Да, в Питере мой режим сна сказал мне прощай, но я честно пыталась каждый вечер заснуть. Не знаю почему, я пробовала разные лайфхаки, дошла уже даже до АСМР-видео, но ничего не помогало мне заснуть раньше 7-8 утра. Я прожила так весь месяц, буквально в чужом часовом поясе. Лайфхак, смотрите. Решила я поиграть в Sims, ну вы понимаете. И у меня ноут просто дико адски перегревается. Вот, посмотрите, это штукенция из микроволновки. Наконец-то она будет использована. Он все так же греется, но зато не до таких критических температур. Теперь я могу не бояться, что я взорвусь нафиг. Кто еще в лучшую погоду может заказать самовывоз? Конечно, только я, мне кажется. И нет, доставка не стоила 1 000 000 денег. Просто после новогодних праздников я решила, что пора бы немножечко прийти в форму, потому что я как-то с трудом стала влезать в свою одежду. Я решила пойти за своим хачапури хинкали пешком в 22:30. Больше, чем собирать чемодан в этой жизни, я ненавижу разве что разбирать чемодан. И то, и другое мне предстоит сделать несколько раз за следующие несколько дней. Господи, дай мне сил. Доброе утро. Вчера было очень холодно и сухо, а сегодня, в день моего отъезда, погода превратилась просто в какое-то исчадие ада. Именно в тот момент, когда мне нужно будет катить мой бедный многострадальный чемодан по дорогам. Надо бы его одеть тоже. Транспорт на сегодня экспериментальный. Я надеюсь, что так будет всю поездку. Я буду просто одна. Но сомневаюсь, конечно. Я в первую очередь купила билет в Аврору, чтобы попробовать какие-то крутящиеся сидения, как в японских поездах. Но так как я из деревни, я не понимаю, как сделать. Давайте думать. Как заставить его крутиться. Я нажимаю на кнопку, но она отвечает только за откидывание спинки. Очень комфортно, кстати.
Очень по-бизнесовому. Я наконец-то дома. Поездка прошла, кстати, довольно комфортно. Но я думаю, что в бизнесе с Апсаном покомфортнее будет все-таки. Это шаверма, если что. И сегодня есть шанс лечь спать раньше, чем в 7 утра.